Ну, когда 12.5.1 ввели, мы-то можем как бы привезти машину на Ахун, там, позвонить кентам. Можно я там проеду, как бы, ну, на прицепах, там, на эвакуаторах и покататься. Но уже не то. Для меня стрит умер, видимо, чисто, ну, из-за меня. Потому что приоритеты, видимо, поменялись. Хотя я топлю за стрит, и мне это больше нравится, но я почему-то себе отмазки придумываю. То есть меня зовут, пацаны, поехали там на Ахун, на 30-ке. Я такой, да не, она там должна работать, как бы я сейчас ее въебу, там деньги надо будет в нее вкидывать. Видимо, не хочется уже. Стрит и есть вот как раз-таки кайф, который экономный, потому что ты можешь выехать, погнать и вернуться домой. То есть ты тратишь только топливо, ну и там пару дранок найти. Как бы вот все говорили, есть Тивадар, есть Ваня, они очень классно гоняют в стриту, в горах там. Но ехал круто, действительно. Вся романтика стрита была у меня, то, что вот у меня стояла машина, я с работы приезжал, я садился в нее, ехал в город, в центр города, в кальянку мы заезжали, там собирались, все покурили, покайфовали, пообщались, потом едем на Ахун. Катаемся с кайфом на своей машине, потом едем на Макдональдс, там покушаем, также постоял, пообщался с кентами на красивых машинах. Первый раз увидел я Ванька, не зная еще, что есть такой Ванек. Я стою на Макдональдсе на Сочинском, и заезжает вот это вот, знаешь, как в первом «Форсаже» вот это шобла. Все боком, все на там спойлерах. В 5 утра, рассвет, едешь домой на своей машине. В этом вот вся романтика и весь кайф именно был в этом. А сейчас-то на Ахун можно приехать, там эвакуатор приедет, прицеп, машину довести до Ахуна. Ты понимаешь, это будет как этап. А поехать на этап участвовать — это топливо, добраться, снять гостиницу, остаться там. И просто на это уходит, ну, для кого-то не безумные суммы, для нас это, ну, прям ощутимые суммы из бюджетов вылетают. И когда ты это едешь еще на последние деньги. Именно в этом был кайф. Когда ты ездишь нон-стопом вверх-вниз, машина не греется, резину не жрет, бензин не жрет, и ты просто кайфуешь от этого дрифта. И понимая то, что ты за вот минимальные деньги можешь приехать, покататься, еще напихать кому-то. Готов ехать. Принято, давай. Раньше я мог как угодно переложиться, мне вообще похер было, я как-то это не задумываясь сделал. А я сейчас понимаю, я уже так не перекладываюсь, я всегда страхуюсь. То есть скилл упал, так как начал ездить только на соревнованиях. На соревнованиях ты знаешь, что все безопасно, и ты там пытаешься только ехать ближе парно и так далее, там красиво. А здесь надо все учитывать, то, что то машина проехала, то люди какие-то там идут, может быть, дерево упало, может быть, еще что-то, и ты должен как-то отгаситься. Хочется фановые какие-то покатушки, наверное. Я понимаю, наверное, они сейчас будут, дай бог, у Аркаши, и то я уже сам не понимаю, чего мне хочется. Покататься также по кайфу на какой-нибудь машине, на тот же самый Ахун, поехать, именно покайфовать. Есть возможность, но приоритеты чуть-чуть поменялись, наверное, больше, потому что там хочется бетон залить, дом доделать, двор сделать, и вот в это деньги, наверное, сейчас больше хочется вложить, чем там в машину. Раньше мне пофиг было, там кроссовки порваны, хер с ними, но я поеду покатаюсь.
А сейчас приоритеты, видимо, поменялись, и как бы из-за этого вот перестал кататься по фану. А сам себе отмазки еще, видимо. Мне хочется просто ехать по кайфу, ну, как я и еду. Последний этап я не поехал, в частности, от того, что мне начали там писать люди, то, что ты уже там 7, я уже не помню, 10 лет катаюсь, и типа на тумбу не заезжаю. Мне эта тумба не важна. Это уже стал автоспорт. Я не спортсмен. Нету такого желания приехать на соревнования и выиграть. Дамы и господа, встречайте победителя майского дрифт Юкмацури из Сочи. Иван Литвин! Ваня! Давайте все вместе. Ваня! И вот не приносит мне эта победа какой-то радости. Пускай теперь! Хорош, отлично. Ну и Ваня такой, я дома открою, все хорошо. Да. Я пошел. А вот если выскочить куда-нибудь на Хун, хоть я там не ездил уже год, но чуть-чуть припизжу, это было недели 2-3 назад, как раз с Лисой там увидеться надо было, насчет спонсоров пообщаться. Я приехал туда с девушкой на машине, на обычной. Пацан приехал на 36-й, которому я выворот делал. Ну и мы с ним пообщались, как машина едет. А у него обычная 36-я на М50, божественная М50. И он, типа, прокатись, посмотри, как машина едет, а то ему мощности там не хватает. Он сел, как бы, в свою машину, ну, пассажиром прокатился, говорит, ебать, она так может. А там пацаны еще на турике серый катался, и еще пацан на альтезе. И мы едем вниз, спускаемся, он говорит, пиздец, она хорошо едет, ну, под тобой. И я ему объясняю, ну, понимаешь, я не могу на машине поехать на все там 100%, не моя машина, я ее разложу, ну, как я тебе. Он говорит, похуй, езжай, хоть разбей ее в хлам. Окей. Ну и с пацанами, они там на GZ-ах божественных поехали. И я как бы спокойно прессовал их, ехал, он там охренел то, что его машина так может. И в тот момент я вспомнил свой М50, как это было по кайфу. Дрифт для меня вот это, то, что ты на маломощной машине можешь приехать, покататься, потратить 5000 рублей за вечер, а не приехать на GZ, вот а-ля 400 сил, там даже на соревнования какие-то, дрифт юг, СДЧ, потратить там 100 тысяч рублей. И тут за 5000 рублей на Ахун приехать и просто с кайфом, реально с кайфом покататься, там, не потратить ни хрена, и ты удовольствие получаешь. Че, как дела? Че? Не знаю, заебался просто. Я негатива машину надо сделать, Лехину сделать, вчера выезжать. Я только вчера начал там что-то сделать, и то думал дверь поменять. Гриня мне бампер собрал. Что я сделал еще? Я масло поменял, пизжу. Масло поменял и все. И мне руководитель гонки Алена Владимировна подсказывает пока что 3-е место в квалификации. О, у нас 0,6 стартовый номер, да. А что еще? Будем ехать, как едется, кайфуем и все. На победу не рассчитываем, будет и будет. Не будет и похер. Просто покататься, покайфовать. Ваня часто стесняется на этапах, там я квалу не пройду, ой, все, давайте сливаем и уезжаем домой. И он вот так вроде бы так ходит, а потом бах, и там квалу может выиграть, и потом, ну, в парных он вообще всегда шикарно ездит. Когда была уже моя группа, я выезжаю один раз пристрелочный. И судьи сказали, типа, надо ехать как Литвин.
Следующий проезд, я только разгоняюсь. Я понимаю то, что я привод порвал. Я, не разбирая машину, начал искать привод. Ну, по Авито нашли привод. Я поехал в Краснодар. Пока я его покупал, Рубен залез под машину и говорит: у тебя, скорее всего, не привод, а флянец. Как бы мы стараемся, естественно, каждый занимается своей машиной. И если есть свободное время, то, ну, естественно, друг другу помогаем. Я уже со своей уже замучился, такой, все, плюнул, психанул. Она не работает, все, подключали. Искал ноутбук по этому техпарку, чтобы буквально, чтобы подключиться к линку. Все, уже ничего не нашли, уже психанул, бросил, думаю, все, фиг с ней, завтра утром разберусь. И поворачиваюсь, вижу, Ванина машина разобрана. Спрашиваю парней, что случилось. Ваня поехал за приводами. Думаю, надо же проверить, чтобы убедиться. Залез под машину ему, открутил, смотрю, это не в приводе дело. Почему ты еще не поменял? Еще раз ты такое спросишь? Привод ёбнул, а у меня не привод. Я уже приехал, начал разбирать, реально флянец был. И флянца я нигде в Краснодаре найти не смог. Уже скоро квала, потому что в субботу была квала, а в воскресенье уже парные. А, он воткнут сейчас, стоит жестко? У меня, блядь, флянца нет, в этом проблема. Ну и сниму я, чё? Вон из редуктора. Откуда? Не подойдет. А ты привод взял без фланца, да? Ну да. Это не тот. Поломка тоже, ну, такая достаточно редкая. То есть обычно у меня привода рвутся, а тут гриб редуктора порвался. То есть, ну, этого, ну, даже не ожидали никто. Есть прокладка под головку 2 GZ? Дома. Дома? Но Виктор Рейнс. На богатом, понял? Сейчас. А что, на этой поедем втроем? Это еще не 100%. На Бобр Курва? Да. А он собрался к валу на ней ехать, вы тогда не поедете на ней втроем. Почему втроем? К валу на ней поедем. А, ну в принципе да. Проедешь там сколько? 2-3 раза, как тебе надо, и поедешь к валу. Я просто к валу поеду тогда в первой группе. Но мне бы свою машину сделать, блядь. Терять время и проебать, когда можно взять, выпить и... И у меня Кент ехал с Адлера в Москву. Взял у меня дома флянцы, ночью привез, но как бы машина к вале была не готова, сломана. И к валу поехал на Лехиной машине. Мне очень мешает сцепление. Я очень далеко сижу. Мы когда что-то делали в машине, вынули сиденье, нужно было, и поставили. И он поставил его вот примерно как я сижу и говорит, типа, тебе так оставить, типа, с кайфом ездить или прям погонщик? Говорю, оставляй так, с кайфом. Так много раз было, когда мы вот так друзьям даем спокойно машину участвовать. Не было вопроса дать, не дать. А был вопрос, даже, ну это не вопрос, типа, все, сел, езжай. И даже когда он говорит, что типа, да ладно, я сейчас свою починю, никуда не поеду, ну, грубо говоря, даже силы бы, но его туда затащили. А из-за этого, если, блядь, в балу сейчас проебать, собраться и домой ехать, блядь. Ну, во-первых, он полностью эту машину разобрал, когда я ему привез, и полностью ее собрал. Он как бы ездил на моей машине. Кто-то говорит иногда то, что зачем вы вот так помогаете, ну, вы себе это в минус делаете. А иногда помощь, она все равно как ни крути возвращается, этот круговорот. То есть одному сделал хорошее, не от него, потом от другого тебе такое же добро вернется или в большей степени. А сомневаться в Ваньке такое себе дело, мне кажется, любому из нас и на любой машине. Потому что, во-первых, он собирает 90% сочинских машин и не только, да. Какой номер? 35-й. 35, да? Да.
Она не тянет. А? Она не тянет. Да как не тянет? Не тянет. Я ей нажимаю, она не хочет. Меня вовнутрь тащит. Я же вижу, что он, ну, как будто бы на газ не жмет. Я говорю, жми на газ. Я говорю, ну, не боись, ничего с ней не случится. Может, ты, конечно, что-то знаешь, когда ты собирал эту машину, но я говорю, я уверен в ней. Я говорю, ты должен быть точно так же в ней уверен. Я говорю, что-то случится, и это уже, я говорю, будет потом, уже будем разбираться. Сейчас едет на максимум, потому что надо. Я сейчас просто попробую, я просто понять вообще, что с ней происходит. Так, проехал. Это что они сказали, прогрев или нет? Я написал, что прогрев, что у тебя прогрев должен. А они что сказали? Они сказали, что типа первую попытку просто типа пристрелиться проехал. Но по-любому ты сразу просто проедешь и еще заезжай, потом это. Потому что баллы тебе, я так понял, не озвучили. А, не, написали. Что? 68. Туда? Ты же 2 попытки проехал. Ну, у меня вообще сказали, у меня прогрев будет. Сколько баллов вообще дали? Пока не говорили еще. Стартовый номер 35 баллов, 28, 27, 25, 79 баллов. 79. Ну, мне просто говорили, у меня первое это прогрев будет. Сейчас узнаем. 13 номер. Ну, там на брифинге мне сказали, один будет прогревочный проезд, типа просто вообще понять машину. И потом 2 в зачет. У 35-го у нас прогрев. Первый, как бы они начали считать, второй проезд, и типа, ну все, уезжаешь. Радовалась. Я такая, у меня же первый прогрев был. Мне, окей, едешь третий. Я рассчитывал на 80, а у тебя 90 баллов ровно. Иван Литвин. Вторая попытка. Поздравляем. Ну, это точно топ-10 как минимум. Так, Волан. Во-первых, он снял бампер ровно в том же месте, ровно так же, как я это сделал. И проехал еще на 1 балл, сука, больше. Получается, я на 89 проехал, он на 90, нас разнесло в разные сетки. Я к нему подхожу и говорю, ну ты понимаешь, что теперь только в финале. Он такой, типа, базара нет, вообще с кайфом. Топ-32, Ваня поехал на своей машине, с утра все поменяли и все. А самый прикол тот, что тренировки, когда я ездил, то я ездил настолько круто, что все думали, что это Литвин едет. Вот, и есть даже комментарий, что вот, типа, Ваня Литвин тренируется на тачке Алексея Голочалова, да. А я потом говорю, это я. Мне интересно показать красивый заезд. И бывает, когда на этапе там дрифт-юг или неважно, где ты едешь, и к тебе подходят незнакомые люди, говорят, проехал красиво. А твои кенты, там, брат, там, Кен, Гриня, говорит, такое себе, да, прикольно. Я такой, блядь, значит, надо было лучше. И когда ко мне подойдет каких-то 100 человек, скажет, круто проехал. Хуительно, блядь. Второй выезд был просто пиздец какой-то. Ну, как бы пофиг. А когда вот те, кто шарит, пацаны, кенты подойдут, бля, проехал, завали ебало. 3 человека подойдут, ебать.
Вот это да. Вот это кайф. You can try, but I won't stop, won't stop. Won't stop. Won't stop. Won't stop. You can try, but I won't stop, won't stop. I can't be stopped now, I can't stop. I can't be stopped now, I can't stop. I can't be stopped now, I can't stop. You can try, but I won't stop, won't stop. Lions, tigers, bears are my king of the jungle, I stand for the pride. Beat on my chest, that's the rhythm inside. I got so much heart, I'm burning with fire. Try, but I won't stop, won't stop. I can't be stopped now, I can't stop. I can't be stopped now, I can't stop. I can't be stopped now, I can't stop. You can try, but I won't stop, won't stop. No more sleep till I rest in peace. For me, yeah, it's for me. For me, and I ain't for free. For me, yeah, it's for me. For me, and I ain't for free. Ну вот тут я на него уже начал наседать. Хотя, блядь, далеко. С машины часто видно все косяки. То есть ты едешь такой, ой, фу, ужасно, ой, тут вообще, фу, грязь вообще. И ты приезжаешь, там судьи какие-то баллы дают, ты такой, да там 0, все там. И вот и Ваня в этом плане строгий судья. Что, проигрыш? Ну, либо вон мотаем, либо... Ну да. Ну там через ОМТ спорно, у него там мощность там 800, не знаю, честно, сколько у него коней. На Веслейке догнать его трудно было, но он там сам чуть-чуть косячил. Спорно, но выиграл. Отрыгнул привод! До жопы получается. Ну, а потом финал уже ехал с копейкой. Пацан Каспер. Пацана уважаю. Первое, второе, какое займу, вообще не важно. Проедем с кайфом. Что смогу, то покажу. Он что сможет, покажет. Насует с кайфом. Не насует. Тоже с кайфом. Его победы, они намного дороже, чем вот в сравнении победы других пилотов. Он никогда не делает подставы, он всегда первым старается ехать так, чтобы второму было действительно комфортно. Он никогда там не подожмет тормоз, не замедлится специально. Даже бывают случаи, когда кто-то разворачивается, Ваня сразу подъезжает, спрашивает, там, типа, это я накосячил, это из-за меня человек развернулся. А ты ему успокаиваешь, говоришь, нет, он был далеко, это просто, ну, как бы, все нормально, ты ни при чем, он всегда переживает. Ты был ближе, это раз, ну и четче. Я
не обессудь, у меня держак. Это я виноват. Я смотрю, я улетаю нахуй туда, и я ручеечком, чтобы улететь. Я смотрю, так не знаю, ты меня нахуй. Это я виноват. Ну, когда я первым ехал, тоже скользит. Я пытаюсь как-то, она вообще не... Да, я туда чуть не улетел, конуса нету, я, блядь, где этот клип? И когда вот хоть какой-то есть вот тонкий нюанс того, что он в этом тоже чуть причастен, он сразу бежит к судьям, говорит, давайте ОМТ или меня сливайте, убирайте. Хотя явно победа его. То есть он вот так, ну, даже на моей памяти, наверное, раз 5 отдавал победу сопернику, просто потому что он предлагал судьям, давайте ОМТ. Ну, типа, мне кажется, говорит, я был неправ. И вот каждая его победа, она настолько чистая и вот честная победа. Ну, я горжусь, когда он побеждает, это, ну, потому что это настолько чистейшая победа, это прям вот, это золото. А что сказали? Сказали, на награждении скажут. С кайфом. Что, кто? Не знаю. Спасибо. Тебе тоже. И даже вот Леха, который был, он тоже 4 место занял. Если бы он копейку проехал, мы бы с ним в финале ехали. Я вот с ним поговорил, и он... Было желание просто выехать на середину и на Цуефа решить, кто первый и кто второй. Было бы с кайфом, если бы я не залошил проезд в топ-4 с копейкой. Ужасно обидно, потому что это было бы идеальным окончанием вот этой всей истории. Во-первых, сочинский, во-вторых, 2 BMW, 2 Litwin Custom BMW по факту, да, и как бы это был бы заезд в любом случае дружеский. Но на его месте должен был быть я, потому что я должен был пройти финал, то в финале его... Все эти заезды, да, я выиграл. 1 место. Но я ни один заезд не запомнил. А некоторые заезды я запоминаю, ну, прям очень сильно. Неважно, проигрывая или выигрывая. Хотелось, наверное, с Лехой в финале увидеться, и вот кто выиграет. И потом пофиг, у нас будет боевой заезд, там просто почесать друг другу двери. Наверное, это бы только запомнилось. Как бы нет такого, что типа мы там соревнуемся друг с другом. Понятное дело, как бы рано или поздно я его объеду, но чуть попозже. Мне просто некоторые люди, мои друзья, доказывали, там, СДЧ, не СДЧ, едь на победу. Вот если ты будешь ехать побеждать, у тебя и клиентов будет больше денег будешь зарабатывать. 1 место – 0. А так иногда приезжаешь, там катаешься по кайфу. Там, те одни люди приходят, другие, и как бы их версия, короче, сломалась, так сказать. То, что победа вообще не важна. По мне, сейчас, я еще раз себе доказал. Победил – 0. А я это делаю, ну, наверное, ради денег. Сейчас. Это моя работа. А сейчас я тогда пока топливом займусь. Давай, ты топливом занимаешься, я так фигня. А, уже снимаете? Да. От даунпайпа 10 сантиметров отрезать надо. Начинал. Там долгая история, как этот к дрифту приходил. Если так посмотреть, это еще там с 7 лет я как-то увидел. Пацан на велосипеде просто едет и как там нажимает и боком по щебенке на велосипеде. Ох, ебать, вот это кайф, я так же хочу. И оттуда началось на велосипеде, потом на мотороллерах этот дрифт. Как бы смешно, но нам тогда было по кайфу. Потом жиги пошли и так далее. Блять, и куда топливо делось? Ты не убирал вчера ничего? Нет. Шланги? Да, убирал. Куда? Туда. Свою коробку с фитингами. Раньше как бы ты такой собрал мотор какой-нибудь, он едет, все хорошо, ты такой, блядь, хороший мотор собрал. Или там машина рулится, все хорошо, человек радуется. И как бы раньше удовольствие приносило, а сейчас это уже как это правильно сказать, как должное, что ли, или... Знаете, этот кусок алюминия пиздец дерьмо собачье. Не, ну он хороший, но он кривой, нам куски какие использовать, блядь. Кусок говна из говна. Больше уже расстраиваюсь в плане, когда что-то идет не так. Когда планировал, должно все рулиться, работать, а и какой-нибудь пиздец происходит, как я боюсь за вот этот мотор. Потому что это Вовчик, Кент собирали по бюджету. А бюджет был небольшой. И как бы на чем-то экономить приходилось, и не все так радужно, как хотелось бы сделать. Там и головку правильно, и то, и получилось, как бы собирали из того, что было. И боюсь, чтобы ничего с ним не случилось. Но пока говна не происходило с моторами, которые собирал. Как будто бы и все.
Мы его сюда напялим. Иша, можешь помочь 2 минуты? Да. Ладно, забей, я сам. Ну, просто характер, наверное, такой. У меня вот со мной брат работает здесь. Он в чем-то шарит, понимает, как бы, ну, но я привык все сам делать. Я не могу доверить там кому-то что-то, чтобы мне там на моей... Хотя нет, были моменты, мне делали на машине, потом это наебывалось. Что-то он доверяет. Ну, мне, например, он доверял, у него была война с Гуром вечно. Я говорю, да давайте я поставлю. Он говорит, я не знаю, как ставить, отстань. Я в итоге сам пошел, взял и начал ему ставить. Он такой, о, круто, спасибо. Как бы я привык все сам делать и контролировать все сам. Не могу довериться кому-то, чтобы кто-то что-то мне там делал или что-то за меня решал. Все пытаюсь сделать сам. Не, Миш, помочь надо. И в этом тоже есть косяк. Также, если брать СДЧ, я там машины в аренду пытаюсь сдавать, и надо там проконтролировать, тут у тебя заезды, и ты вот такой, что происходит, весь в ахуе, и кайфовать не получается, это работа уже. Залезь, подачу топлива открути. Сколько там? Там рукой просто, увидишь. Ванек, интеркулер готов. Пойди проверь. Да, сейчас. Но больше нравится кольцо. В кольце гонять, это интересно, тайм-атак и так далее. Там, я считаю, соревнования. Там именно ты, вот я тут лучше, я поворот там лучше проехал и так далее, и ты понимаешь, за что ты борешься, за секунды какие-то. А здесь есть сейчас в дрифте стиль, не стиль, там угол, не угол. Мне вообще вот это как бы непонятно. Стиль, что такое стиль? Что это такое? Кто-нибудь может объяснить? Напишите мне, пожалуйста. Траектория, это понятно, траектория понятна. А что такое стиль в дрифте? Ни хера не понимаю. Также и стильная машина. Вот как мне я задавал вопрос нашим стильным пацанам. Мне говорят, вот у тебя машина стильная. Я говорю, нет, она не стильная. Она мне просто нравится. Вот такой. Кому-то нравятся катафоты и там антистатики на бампере. Это тоже стиль. Ну и как бы, как судить стиль, я вообще ни хрена не понимаю, что это такое толком. Мне не нравятся углы. И выворот делаю так, чтобы она в средних, в малых углах хорошо управлялась. А вот это большие углы, дым и так далее, это тоже доказать то, что у тебя там больше. Хочется проехать красиво. А что такое красиво проехать тогда, в твоем понимании? Близко, перекладки. Вот, наверное, Тивадар может объяснить правильно. Он как-то мне сказал одну вещь интересную. И я вот тогда только задумался. То есть у нас дрифт как судится? В принципе, РДС и так далее. Смотрят, кто проехал хуже. То есть ты не то, что кто-то проехал завали ебало, а тот, кто ошибся. Там в клип не попал. Именно косяки ищут. А не то, что там проехать можно так. Ну просто ты там невероятные перекладки делаешь, очень близко, там вот прям бампер чешешь, ну просто так проехал, но в конце ты выходишь и такой, ты проиграл. Ну по факту ты так проехал, то что никто так не проедет. И тебе дают проигрыш, хотя все понимают то, что ты пиздец как проехал. И вот это косяк нашего дрифта, по-моему. Не знаю, по мне вот эти судейские задания, брифинги, не брифинги, я на них хожу чисто из-за уважения, как бы, образно, там, к Аркаше, к судьям. Потому что, ну, если ты умеешь ездить, ты как бы выехал на трассу, ну, ты такой, ну, я понял, куда ехать. Тебе не нужны эти, как бы, ты сам понимаешь траекторию машины, не машины, траекторию трассы, и как машина двигается, и как красиво начертить.
брифинги, они как бы нужны чисто... Не знаю, зачем они нужны. Вот на Ахун заезжаешь, тебе там никто ничего не говорит, ты просто сел и поехал так, как надо. И все. И сам понимаешь, там косяк, тут косяк. Так проехал плохо или хорошо. И кто понимает, брифинги нахер не нужны. Но это спортсменская тема, и им надо. Я не спортсмен, я распиздяй. Ванек, он постоянно говорит, что типа вот я не спортсмен, типа мне победа не важна и так далее, но все равно он всегда побеждает, сука. Ну, наверное, это, знаешь, как определенного рода свой настрой, может быть, у него такой, типа вот я такой, мне вообще похуй на все, типа эти гонки вообще нет, не надо мне, а потом такой, вам пизда. Не знаю, Ваня сложно считать на самом деле, вот. И поэтому, вот, когда на третьем этапе тоже он, знаешь, как, типа вот его история, мне там похер на победу, но он поехал со стучащим мотором, да, все заезды, ну, до финала, второе место. И то второе место почему? Рубен! А где Рубен? Он ушел. Труба, вернись, я все прощу. Блять, как хуёво. Мы не спали, меня... Спали? Вы когда приехали? Вчера. Мы приехали в 3 утра. Привет, подписчики! Спать надо. I get respected. I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next. Shit. Oh my God, I'm just playing with him now, yeah. Oh my God, what she saying? Ты когда первый разгон, вторую, она... Oh my God, I'm just playing with him now, yeah. Oh my God, what she saying loud, yeah. I get respected. I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm needing a Lexus. Shooting like Luke, I told him I'm next. Shit. Shooting like Luca, said that I can't, but I told. Очень жарко. Все перегрелось, как всегда, но машина стала глохнуть. Она просто работает и глохнет. Потом заводится, работает, глохнет. Машинам сейчас прям очень тяжело. Ну, она тарахтит как-то очень странно, и мне страшно. Очень сильно тарахтит. Дай, ну же!
вкладыш? Нет, жарко есть. Твою мать, это ж масло, блядь, вкладыши, прокладки, блядь. Доезжаешь гонку, но ты уже заранее знаешь, что тебе надо поменять вкладыши. При этом колено и шатуны останутся все. Может, подключимся на 0.4 сделаем ему? Лучше пусть она опять упадет в ошибку, я Гогу техсход просто проеду. Причем смотри, у нее температура масла 61 когда была, у него давление было. Ну, просто когда когда прогрелось, масло всё. прогрелось, 88, вот оно упало. Это как раз говорит о том, что зазор сильно большой сейчас. Если она, ну, ошибка выпадет, пусть она лучше выравнивается, я заезд проиграю, но мотор сохраню. Вот так сделаем, все. Так будет заебись. Без испуга, без моего питания, под ваши же. Не сломайте, раз а будьте себе добры. Вы готовы? Давайте подготовимся. Надо начинать подбахать. Еще раз поздравляю. Второе место Иван Литвин. Зная, умея ездить, с открытым окном ехал, ладно, бог с ним, но и с открытым визором. Ну, даже я, сосунок в дрифте, скажем так, назовем это так, да, но я знаю, что либо визор, либо окно. А тут ты едешь за дым машиной, которая, ну, там сколько, 700-800 сил, которая на полуслике, которая дымит, ну, люто, понятное дело, что она такое случится. Но как случилось, так случилось, это дрифт. Я один раз был на тумбе в СДЧ и второе место занял. Это первый сезон тоже был. Но тогда это был второй этап, и там было, по-моему, у нас 15 участников. Ну, не все машины выехали, и 12 было. О, есть! Отрыв спойлера, есть отстыковка. Ну, и мне так фартануло, то, что еще Double Elimination был. Я как бы одного выиграл, потом Каба развернулся, и я уже в финале, и еще ни разу не проиграл. Ну и Каба ползет с Double Elimination, короче, вверх. Ну, он дошел тоже до финала, и мы с ним едем. Он 2 раза меня выигрывает. И как бы я занимаю второе место, и перед финалом уже Саня говорит: давай к нам в команду Сайтмастерс. Я говорю: ну, вообще с кайфом. Расклеили машину и в команде. Как попал в Сайтмастерс? Да, вот просто финал вышел. Мы ему там резину, бензин, всех механиков, что у меня там были. Я говорю: давай наклейки Сайтмастер, все, ты в команде, короче. И то есть он меня поддерживал резиной, взносы, не взносы, как бы чем мог, помог. Это первый сезон. На второй сезон уже он мне на тот момент, на день рождения, подарил хорошую сумму. Ну, для меня тогда было это пиздец, типа 100 000 рублей. Зачастую иногда нужно просто сказать какие-то там правильные слова, либо просто чем-то помочь, чтобы дать какой-то маленький толчок в большой какой-то мир, в большую игру, во взрослую эту игру. И на тот момент у меня была возможность дать этот толчок, и все время все говорили, что Ваня может ехать лучше,
у него не хватает мощности, как бы 190 сил на М50 это уже все, ну куда? Уже джиписники начали приезжать на СДЧ, и нужно было давать конкуренцию. И в целом я тогда помог, и да, он тогда собрал мотор, и все, был максимально доволен, что у него появилась мощность. Я помню, он даже мучился с ним, как бы там шину теперь хватает на... Короче, всплыли другие проблемы, которые тянет за собой большая мощность. Ванина машина, хоть вроде бы вот на данный момент она, понятно, что дорого собрано, но это было настолько мелкими шажками, что-то дарили, что-то помогали, что-то, ну, то есть это была поддержка друзей, условно. То есть очень много Калаш помог ему в сборке машины. И тоже история интересная. За месяц до СДЧ я что-то на М50 своем катаюсь и заехал на Ахун. И там есть Кент, у меня Робик, сварщик местный. И он мне говорит, ставь свой GZ. Я говорю, я не буду его ставить. И мы уже, так сказать, на повышенных тонах начинаем разговаривать, он ставит GZ. Я говорю, не буду этот блядский мотор ставить, и как бы, ну так. Молодец, динамично очень, точно. Ну, а Литвину просто энерговооруженности не хватает. И там разговоры тоже с Калашом, то есть, ну, мне надо мотор. И получается, я вот с человеком говорю, я не буду ставить этот блядский GZ, и через 2 недели я покупаю GZ. И все, и дальше он начал уже ездить с нами как полноценный пилот. Как бы вот я, Ваня и Рома Теводар, мы 3 пилота, вот Сайдмастер сгоняли. У нас был такой прикол в Сайдмастер, мы все время про него забывали. Это очень смешно. Я надеюсь, это его не огорчает. Он в курсе, что мы забываем о нем. Типа, а кто 3-й пилот? А, Ваня, точно. Типа, в таком формате. Проходки на секс-зале, блин, а на Ване забыли. Знаешь, вот, потому что Ваня, он всегда был какой-то, ну, вот, в своей тарелке. И из-за того, что он живет, наверное, в Арденне, далеко от нас, как бы. Он, когда он работал, он приезжал как бы каждый день. Но когда он уже перестал работать и стал работать сам на себя, то, естественно, он ну, уже в Арденне, и мы как бы, знаешь, там, могли месяц не видеться там. Я работал на «Газели», пиво возил. Ну и своими машинами занимался, еще жигами, не жигами. Построили там гараж небольшой с кентами. Шестнари пихал в классике, там какие-то ворота делал на жигу, ну, покупали, прикручивали. Ночами? Да. Ну, бывало, до 3 часов ночи работаешь, в 8 утра на работу. Но потом в один чудесный день я просто на работе случился там моментик. И я не планировал увольняться, но я просто, там было собрание, кто-то что-то сказал, и я такой, все, до свидания, я поехал домой. Я понимал то, что как бы там были кредиты, не кредиты, надо стабильность и так далее. Но, думаю, я заработаю как-нибудь. В тот же день, по-моему, позвонил Никитос, говорит, ты теперь работаешь в Сайдмастерсе. Мы как бы познакомились с Ваней еще, как я только начал заниматься дрифтом, это в 2019 году. Меня познакомил Никита Дарифан с ним, и на этом Ахуне я там на казашке просто там в стены врезался. Ну, как бы все было классно, мы гоняли в горах вместе. Блин, прикольное время было. Класс. По стриту на Ахуне мы там уже с закрытыми глазами я ехал, образно. Левые люди садили ко мне там, либо сами садились, либо девушек там, прокати, пожалуйста. Все, ехал, все, зашибись. И момент такой был, не в тему, наверное, то, что я сезон СДЧ проехал после Ахуна, приехал на Ахун, и я не смог с первого раза проехать. Потому что вот я с Аркашей единственным не согласен. То, что недавно интервью Go Hard брали у Аркаши, и он типа говорит, там неинтересно, скучно. Я после СДЧ приехал, я не смог проехать, потому что там просто ты на педалях, ты там быстро все должен сделать. На СДЧ ты там встал в дугу, поставился, едешь, там подрулил, покурил, кофе попил, переложился. А на Ахуне так не вариант, там надо работать, там надо на рычагах прям плясать. И как бы вот с этим я с Аркашей не согласен. И кто хочет научиться ездить, надо тренироваться на Ахуне. И там ты научишься ездить. А вот эти соревнования, ну, это лично мое мнение, ну, как бы, там учиться такое себе.
Я так скажу, и стрит, и соревнования друг без друга не работают. Вообще. То есть в соревнованиях ты не получишь такого опыта в вождении, как в стриту, а в стриту ты не получишь такого опыта вождения, как в соревнованиях. Оно все взаимосвязано. Да, люди, которые катали в горах, они лучше показывают себя в соревнованиях. Это факт. По мокрому, по нестабильному покрытию. Это большой факт, потому что есть опыт, есть накат. На СДЧ уже еду как должное. Я так приезжаю, типа потусить, покататься по кайфу. И все. Я понимаю, почему собирается много пилотов. И когда самый первый сезон СДЧ был, мы знали то, что там еще за год, то, что Аркаша планирует там что-то делать. И когда уже объявили СДЧ будет, у меня этот М50 был, машина там ну вообще не конкурентоспособная. Но я знал, приедет там Каба, приедет там, может быть, Гоча и так далее. Мне было вообще похер. Я говорю, я душу продам, я поеду туда. И первый этап я поехал, у меня было 15 тысяч рублей всего. Я купил 2 покрышки, 10 тысяч взнос, и Гриня Кент меня заправил. Я приехал, откатался, и мне было так пофиг там на эти места и на всю фигню. Мне просто, я с Кабой там парно поеду. Но от этого кайфовал. И сейчас пацаны также, наверное, на СДЧ хотят ехать, чтобы там я с Гочей прокачусь. Да, Борис Арутюнян, он не прошел квалу. Теперь на его машине поедет Литвин. Не знаю. Что-то происходит. Короче, Я это считаю, просто, что- это реально обидно, потому что, ну, Литвин, во-первых, рулить-то умеет. Да, камон, Литвин Да. вообще крутой. Ну, Литвин. По мне, от дрифта ну, надо кайфовать. Потому что приезжать на этап, тратить 200-300 тысяч, это не кайф. Тем более сейчас приезжаешь, дай бог, на тренировке сделаешь там 4-8 проездов, потом квала и так далее. И вот сейчас соревнования это как работа. Поехать там, поторговать ебалом, как говорится. Чем старше люди становятся, тем больше других забот, и стрит он уходит на другую. Ну, просто меньше свободного времени, и уже нет столько сил там 2 ночи подряд не спать, там, кататься, например. У тебя просто уже нет свободных денег, чтобы кататься в стриту. Ну, для меня сейчас уже стрита нет. Ну, кто-то катается, пацаны, но я лично не катаюсь, для меня остались только вот соревнования. Ну, у Вани там тоже лицензия, он там катается, как бы. Ну, тоже приоритет соревнования. Соревнования, потому что он там может себя показать, он может продать свою услугу, заработать деньги. Как я и говорил, видимо, себе отмазки ищу, то что машину не хочу разбить и так далее, и как бы не катаюсь. Хотя есть возможности, но есть также и трудности в плане 12.5.1, в плане финансовой. Хотя не такие большие трудности, но для меня просто стрит умер, потому что я не могу спокойно на своей машине поехать и покататься. Нет такого, что типа он умер, потому что 12.5.1, типа, знаешь. Просто множество факторов. Сейчас мы не катаем, другие катают. Мы приедем, другие будут в шоке, что мы приедем. Как бы. Ну, все зависит от того, насколько загружена твоя рабочая неделя и насколько ты готов уделять свое внимание стриту. Приоритет. Да, как ты расставляешь. У многих уже дети появляются постепенно, поэтому все взрослеют. То есть платили бы вы Ване сейчас 10 миллионов в месяц, либо миллион в месяц каждый месяц, там просто. И типа, вот только катайся в стриту, пожалуйста. Я думаю, он бы просто катался в стриту. Просто я бы тоже, наверное, катался в стриту. Ваня, мне кажется, если ему сейчас предложить спонсора, который ему оплатит все расходы и там даст колеса, он хоть во Владивосток помчит и будет там гонять. Это вот я на 100% уверен. Вот куда угодно, лишь бы гонять. На стрит поедем? Поедем, по-любому. Everything I've been through, it made better. Ooh, I love the hate, it just made me better. Светящуюся. Так, все, он мне сейчас разобьет фонарь. It was the pain, it just made me better. Working every day, it just made me better. Check
Ёпни, пожалуйста, хлопок. Давай, прям по ней, давай. Нет, ну тут... Почини. Светящий. What you think this is? I had to hop in the kitchen, I'm really on fire, you know I ignited, yeah. I know some people don't like it, I'm moving with flavor, they probably a bite it, yeah. Trendsetter, being better, I can't take the credit, yeah, wait. Yeah, been on fire, boy, that's flambe. Only time you see my head down is when I'm praying. When my back is turned, the only time they wanna see it. Water on the floor is cold as ice, I'm finna trade, yeah. And serve it to the people, they need hoppers, no delay. That's the odds against me. Back against the wall, my strength beat, yeah. Я тоже, бля, я еду, перекладываюсь, понимаю, я не вижу нихуя, куда перекладываться. Просто в темноту перекладываюсь, такой пах, удар, у меня морда, блядь. Хуяк, блядь, вытащил ее, поехали, блядь. Это все антилаг чистится. Надо было не по апексу ехать, а по широкой. Я просто по апексу решил, что быстрее было. А, ты подумал, что мы на секунду, правильно едем? Просто так и есть. подняться, тайм-атак. Тайм-атак сила, дрифт могил. Get it to if you just work more than you talk today. This what happen when you take your pain and make it motivation. It ain't gonna be easy trying to be a legend. It's the payment. You need execution, not excuses, dog. You gotta face it. They don't want the truth, but if you quit, you don't deserve to make it. Не, хочется еще бахнуть. Пиздец, как хочется. А жопа горит. They don't know the hustle, they confused when they look at you. Till you hit your goals, they all shy, they think you Pikachu. Put your mind to it, you can do it, yeah, and I'm the proof. That's the odds against me. Back against the wall, my strength beat, yeah. I can't let it break. Everything I've been through, it made me better. Never hate, you made me better. Been through everything, you made me better. I can't rest the pain, you made me better. Working every day, you made me better. Мы сейчас приехали на стрит, на эвакуаторе. Как бы да, мы перекрыли дорогу. Покатались, покайфовали. Леха всадил машину. На кривой подвеске. Дальше едем, пофиг. Я сейчас тоже долбанулся колесом, ну потому что темно, уже ничего не вижу. Приехали сюда, ага, прикольно, что, ебашим еще раз. Просто кайф. Хочется этого стрита. Раньше этого было больше, а сейчас... Ну и на соревнованиях мы также ездим, сейчас как бы катаемся, кайфуем. Для меня стрит, вот он дает именно скилл. Надо кататься и не одному кататься, и не вдвоем кататься, а толпой. Пацаны нахуй не месят, новое поколение. Неплохо месят. Если машину времени изобретут, чтобы так все и продолжалось. И нет-нет, стрит был, и кататься. Из-за того, что у меня граунд высосал 200 с хуем тысяч, мы выезжали сюда, у меня 700 рублей. Все. Нету денег. И еще долго хуево какую. Ну, похер, справимся. Я надеюсь, все-таки что-нибудь изменится, эту площадку откроют. Будут клиенты кататься. Надо вот этот YouTube свой вести тоже. Монтировать что-нибудь, не лениться и как-то зарабатывать. Также вот эти донаты, не донаты. Я бы хотел, наверное, донаты. У нас была идея, то есть выпустить свои кофты. Чисто вот тяжелая ситуация, машину образно разбила или нет. И то есть, если кто-то хочет поддержать, покупайте там виворот, кофты. Ну, вот так бы я с кайфом бы донаты принимал. Короче, как-нибудь зарабатывать и развиваться. А то обленился в последнее время. Ни хера не делаю толком. А побед я даже себе желать не буду. Вот, то есть мне подходят, говорят, ебать, у тебя машина ебашит, блядь, ты едешь круто, все широко, там все во внутрике, там что-то, ну, я не знаю, я не видел, я просто чувствовал, как я еду. Мне интересно было подойти к царю и задать ему такой вопрос, в чем у меня проблема, почему я всегда вот как бы, как это, гарнир. Мне как бы похер, что я гарнир. Вроде все заебись, все неплохо, но вот нету какого-то результата. Либо из-за того, что он мне и не нужен, ну и как-то вот у меня какое-то такое сопротивление в себе, то, что я говорю, мне не нужна победа, мне похер, мне хочется кайфовать. И в этот же момент приходят мысли о том, что вот почему я такой. И вот, блядь, как-то я сам себе пизжу, по-моему. Или как это правильно сказать. То, что вот мне реально было интересно к царю подойти, было у него такое или нет. Вроде еду неплохо, но как-то особо и никто и не замечает. Тот же самый Свен разложился, пиздец, в щепки, но его запомнили. А я ездил стабильно, так все
одинаковое, без всякого. Ну да, ездила там черная BMW и все. Никто особо не запоминает. О, привет. Тот точно рабочий второй. Но он то ли атмосферный, то ли еще что-то. Это тоже как бы, ну, рабочий. Почему тут со второго джизета? А у него писька вверх торчит. И чё? А у меня лежит. Так а с буром-то чё? Я кусок бампера отломал. Блять, это лишний вес, ебать копать, блядь. Сейчас выгребем по-любому. И вот шутка была у нас про Ваню и еще там пару друзей. То, что он круто едет близко вторым, потому что зрение плохое, он начинает видеть только тогда, когда уже впритык подъезжает. Вот из-за этого он ездит парно близко. Такое было, это уже, знаешь, как местный мем какой-то. Вот просто забыть Ваню. Типа там купить мороженое на всех, но Ваню забыли, блин, ну ладно. Ну вот. The back boys. As long as you love me. Мне многие спрашивают, а что, когда стрит? А никто никогда не знает, когда стрит, но то он и стрит. Но у нас нет календаря, где мы ездим. Миран охуительно. Если вот пузыри будут, это заебись. Да, пузырей не будет, извини, я отклею ее. Если что, мы ее спиздили. У меня вопрос к вам, нескромный. А зачем вам 2 распиздяя? Я помню, вы это на Ахуне, по-моему, снимали. Это не рабочая сторона. С другой стороны, да?